Давным-давно купила я с подругой по клатчу. Он лежал годами у меня в гардеробе без дела. И сейчас пришла в голову идея, как переделать. У него был длинный тонкий ремешок-шнурок и сквозная перфорация. Не знаю, почему я его купила тогда, но сейчас я считаю это совсем не стильно. Стала рисовать эскизы, остановилась на белом декоре. Мне нужно было замаскировать перфорацию, придумала вышивку белой ниткой. Шнурок ремня порезала на сегменты, сшила звенья цепи. Думала сначала внутрь проволоку вставить, чтобы прям каркасные звенья были, но это показалось слишком сложно, поэтому с проволокой связываться не стала. И в конце еще захотелось добавить бахромы по краю сумки. Для переделки клатча я сделала сердечки из бисера. Видео про плетение можно посмотреть у меня на канале. Есть подробное и короткое упрощенное. Заглядывайте. Я распорола швы сумки, чтобы было удобнее подлезть рукой для вышивки. Сердечки подшила той же прозрачной мононитью, которой плела. Также я решила пришить новую подкладку, чтобы перфорация перестала быть сквозной. Так она должна и простужить дольше, и красивее выглядеть. Плюс новой подкладкой скрываются все узелки и соединение нитью. Я подлезаю под уже получившийся стежок, чтобы нитка закрепилась, но не было явного узелка. Вот. И теперь можно обратно выходить в то же отверстие. Нитка не снимется со стежка. Чтобы собрать детали сумки снова, я взяла новую капроновую обувную нить, но у меня была только светлого цвета. Я смешала подходящий цвет из обычных акриловых красок и просто в руках втирала краску в нитку. Можно втирать в пакете, чтобы не пачкать руки, ну или в перчатках, но я не могу удержаться, чтобы не поработать голыми руками. Сколько нужно нити? Я замерила длину участка для шва. У меня получилось 47 сантиметров. Чтобы точно хватило, я умножаю это значение на 5, чтобы длина нитки была в 5 раз длиннее прошиваемого участка. После шитья у меня остался свободный конец нити длиной примерно с боковую сторону клатча. Как шить? Складываю нить пополам. Беру 2 толстые иглы для кожи, но у меня мягкая как кожа. Вдеваю концы в иглы. Вставляю одну иглу в первое отверстие прошлого шва и тяну нить так, чтобы остановиться на той самой середине нити. Подгоняю ровно 2 слоя сумки. Иду правой иглой в следующее отверстие и выхожу на противоположную левую сторону. Вытаскиваю иглу, придерживаю большим пальцем нить от второй иглы на сумке, чтобы середина нитки не ускользнула. Теперь откладываю иглу с ниткой вперед, которая работала. Беру вторую левую иглу,
вставляю в отверстие, из которой вышла первая игла. И так чередую нитки. Мне было удобно сразу этой же иглой вернуться назад на левую сторону. Беру первую иглу и возвращаюсь ею на правую сторону. И так туда-сюда, обратно. Получается, одна нить делает стежки на одной стороне через один, а вторая нить доделывает за ней пропуски стежков. Получается равномерный шов. Как закрепить нить? Я закончила сшивать стороны сумки, дошла до последнего отверстия. Теперь, чтобы закрепить нить и спрятать незаметно кончики, я прохожусь каждой иглой еще раз в обратном направлении. 3 стежка достаточно. Как в Гарри Поттере, 3 оборота достаточно. Нитка закреплена. Теперь прячу кончик. Вхожу в следующее отверстие, а выхожу между двумя частями сумки, внутрь или наружу. Снаружи удобнее отрезать лишнее, поэтому я выхожу наружу. Второй иглой повторяю то же самое. Отрезаю лишние концы. Как я сделала бахрому, можно посмотреть на моем канале. Видео называется «Бахрома из кукурузы на сумку. Переделка сумки». Вот такая сумочка была, а такой стала. До и после внутри. Получился клатч в бохо-стиле с бахромой из природного материала талаш. Бахрома может завиваться, приминаться, но если ее смочить водой, можно снова придать ей желаемое направление. Ручная работа требует бережного обращения. Бахрому я делала 2 раза. После прогулочного испытания решила сделать более широкие полосочки. Вот так она выглядит сейчас. Еще можно пропитать бахрому маслом. Эту сумку я выставила на продажу. Смотрите короткий шортс-обзор на моем канале. Пишите комментарии. Творческого настроения всем!